Друзья, привет! Я уверен, вы все знаете, Димаш вчера появился на праздновании, посвященном Новому году по восточному календарю, и появился, как всегда, очень ярко в своем неповторимом стиле. Это было невероятно красиво, и я думаю, что в его исполнении это было очень символично, ведь и сам Новый год — это праздник перехода из старого в новое, а Димаш как раз символизирует вот это вот новое начало. Поэтому очень символично его приглашение именно вот на Восточный Новый год. И я хотел немного рассказать вам про сам Новый год, что он значит для Китая, что он значит для китайцев. А Китай, между прочим, это очень густонаселенная страна, которая известна на весь мир своими технологиями и быстро растущей экономикой. И причем не только этим, в Китае еще и богатейшие традиции. История Китая отличается разнообразием письменных источников, которые подтверждают то, что именно китайская цивилизация одна из старейших в мире. Ее возраст может составлять более 5000 лет. Так вот, ну а я в своей жизни был настолько удачлив, что мне удалось побывать в Китае, в Гуанчжоу, поработать с китайцами, посмотреть, как они работают, многому у них научиться. Также у меня есть и друзья-китайцы. С одним из них, например, я познакомился во время учебы в Сеуле, и даже недолгое время мы жили в одной комнате. Его зовут Джон, и он, кстати, не только китаец, но еще и мексиканец. В общем, очень интересный молодой человек. Но сегодня не об этом. Сегодня хочу немного рассказать то, что я узнал про то, как в Китае проходит Новый год. Дело в том, что китайцы — это те люди, которые невероятно любят труд, полностью себя посвящают работе. Они работают без выходных каждый день по 20 часов, а иногда и по 24, если это необходимо. Могут работать 2-3 дня практически без сна. И, если действительно они понимают, что из этого получится что-то стоящее. И вы, наверное, думаете, как это так? Как же это возможно? А когда отдых? Так вот, для них отдых — это как раз и есть Новый год. Например, один мой друг из Китая, которого зовут Володя, да, это русское имя, он говорит по-русски и работает с теми, кто говорит по-русски. В общем, для того, чтобы вам было понятно, я на примере Володи расскажу про Новый год в Китае. Так вот, Володя работает 11 месяцев в год без выходных. При этом его работа находится в Гуанчжоу. Он встает в 5 утра и ложится спать тогда, когда получится. И все это без выходных. Получается примерно 330 дней в году. Но на Новый год он едет домой к семье, к детям, и как минимум месяц он там отдыхает. Любимая жена накрывает дастархан, он играет с детьми, валяется целый день на диване, смотрит телевизор, отдыхает как следует. Ну а благодаря Димашу вы все знаете, что в Китае телевидение на очень высоком уровне. Картинка, звук просто шикарные. Да и телевизоры у каждого китайца невероятные. Сейчас у нас не у всех такие телевизоры, как у обычных китайцев. Так вот, и все, кто собирается с семьями на Новый год, все смотрят телевизор, все смотрят концерт. И что же это получается? Население Китая сейчас составляет 1 миллиард 411 миллионов человек примерно. Представим, может быть, я ошибаюсь, я последний раз был в Китае в конце 2017 года, сделаем 30% погрешность в моем предположении, но все равно получается же около миллиарда зрителей. Вот такая вот огромная аудитория у новогодних концертов в Китае. Я не знаю, быть может, мое предположение неверно, но думаю, что если нас сейчас смотрят друзья из Китая, они смогут меня поправить. Но вот мы часто думаем, обсуждаем тему Китая и тему Димаша в Китае. И есть те, кто говорят, а зачем ему Китай? Ему надо ехать в Америку. И я тоже, конечно, мечтаю, чтобы Димаш поехал в Америку. Но, естественно, я не имею никакого права давать Димашу совету. Во-первых, потому что у него прекрасные есть продюсеры, которые лучше знают, что ему делать. Да и я уверен, что он сам прекрасно понимает и знает, какой у него план, и он по этому плану идет вперед. Просто у меня вот такая вот есть мечта, что Димаш бы, если бы съездил в Америку, было бы, мне кажется, круто. Но все же, если есть такая огромная аудитория, то, может быть, в Америку-то и действительно спешить нет смысла? Или, может быть, есть? Сложный вопрос. Думаю, надо будет спросить об этом нашего большого американского друга, заслуженного деятеля культуры и спорта, продюсера, инфоартиста Джей Кея. Я думаю, что он сможет рассказать об этом. Друзья, и я надеюсь, что вам так же, как и мне, интересно следить за Димашем в Китае. Буду рад увидеть вас в комментариях, ну а пока что у меня все. Скоро увидимся.